Ассоциация домовладельцев, в которой я состою, слишком переусердствует со своими правилами. Автор истории с Reddit NoSleep – Man Dark. Нечистые духи. Ужасающие истории. Книга от автора рассказа, ссылку на которую ты найдешь в комментариях. «Я говорю вам, мистер Аббас, здесь никого нет». Я не ответил, просто молча наблюдал, как луч фонарика опускается и скользит по стенам подвала. Маленькая комнатка была тесной, беспорядок, оставшийся от предыдущих владельцев, громоздился в ней от пола до потолка. Слабый запах плесени прилипал ко всему, что там находилось, как клей, но никаких следов незваного гостя там не было. «Вы видели отпечатки ботинок, офицер?» – указал я. Полицейский Джозеф Гордоки снял шляпу и почесал лысую голову. «Вы абсолютно уверены, что это не были проделки вашей дочери?» Я в отчаянии стиснул зубы. «Повторюсь еще раз, моя дочь нездорова, но вы можете быть уверены на все 100%, что она не сумасшедшая». Он поднял руки, чтобы успокоить меня. «Я не это имел в виду, но вы должны понимать, что все признаки указывают на то, что это было сделано кем-то изнутри. Мы обыскали дом сверху донизу и обнаружили, что все двери заперты, и вы сами подтвердили, что они были такими и до нашего приезда. Ведь вы открывали дверь в подвал перед нами, верно?» Я угрюмо кивнул. «Верно». Он сделал вид, что заглядывает за покрытый пылью стол. «Тогда это может значить только то, что это было сделано кем-то изнутри. И, как вы говорите, у вашей дочери посттравматический синдром, панические атаки и целый ряд психических заболеваний». Я оборвал его. «Это не...» «Пожалуйста, мистер Аббас», — сказал он на этот раз более твердым тоном, остановившись и посмотрев на меня. «Вы должны знать, что ложный вызов влечет за собой последствия. Пожалуйста, не звоните в 911 просто так, если только не возникнет реальная чрезвычайная ситуация». Я хотел поспорить с ним, но что я мог сказать? Все это не имело никакого смысла. Как кто-то мог проникнуть внутрь, когда все двери и окна, через которые кто-то мог залезть, были заперты наглухо? И я определенно знал, что это была не Абида. Если бы это она сделала, сознательно или нет, я бы знал это. Я до сих пор помню, как сильно скрипели ступени и как громко они звучали в ночной тишине. «Возможно, вам больше нужен психотерапевт, чем полиция». Я не ответил на этот комментарий и просто последовал за ним наверх, бросив последний взгляд на темный и зловещий подвал. В углу стоял высокий шкаф. Идеальное место для того, чтобы кто-то мог спрятаться. Если бы только его дверца не была сорвана с петель. Я покачал головой и потопал наверх, напоминая себе заменить лампочку, подвешенную на веревочке к потолку, чтобы мне не пришлось спотыкаться в темноте, когда я спущусь туда в следующий раз. Вернувшись в гостиную, я обнаружил напарника офицера Гордоки, офицера Шмидта, разговаривающего с моей женой, которая сидела на единственном диване и обнимала нашу дочь. «Мы закончили здесь?» – спросил Джозеф Гордоки. «Ага», – ответил его напарник, захлопывая блокнот. «Пожалуйста, миссис Аббас, если возникнет реальная чрезвычайная ситуация, тут же звоните нам». Она улыбнулась ему, а затем бросила на меня сердитый взгляд. «Что это еще значит?» Я последовал за двумя полицейскими на улицу и подождал, пока они сядут в свою машину и уедут, освещая темную улицу вспышками красного и синего. Окрестности выглядели такими спокойными, такими мирными. Я слышал, как стрекочут сверчки, несмотря на опасность, в которой только что оказалась моя семья. Трудно поверить, что незваный гость пришел в наш дом, в место, которое выглядело таким обманчиво безопасным. Когда я вернулся, я заметил, что Абиды в гостиной не было. Вероятно, она уже была наверху, но не моя жена, нет. Она все еще сидела на том же месте и просто накинулась на меня, как только я вошел. «Итак», – начала она. Гнев сочился из ее голоса, как расплавленный воск. «Когда ты собирался мне рассказать?» «Рассказать тебе что?» – спросил я в замешательстве. «Это!» – крикнула она, схватив бумажки и сердито размахивая ими. Я вздрогнул и зажмурился. Это был документ, который Аманда оставила для меня, тот, о котором я забыл рассказать Рабии. «Как ты мог, Ирфан? Как ты мог скрыть от меня что-то настолько важное?» «Это просто вылетело у меня из головы». «Вылетело у тебя из головы?» – прогремела она. «Что-то, что влияет на безопасность твоей семьи, просто вылетело у тебя из головы?» «Подожди, откуда ты об этом знаешь?» – спросил я. В этом списке правил не было ничего странного, это были просто обычные указания ТСЖ. Так откуда же она знает о последствиях этих правил, о которых меня предупреждала Аманда? «Этот полицейский был достаточно любезен, чтобы предупредить меня», – ответила она. «Да, он рассказал мне все.
Он уже некоторое время патрулирует этот район и знает все, что нужно знать об этом месте. Все, что должен был сказать мне мой муж, я узнала от незнакомца». «Это просто чепуха», – пробормотал я. «Что, прости?» Я потер брови. «Скажи, что ты не веришь в это. Что с нами случилось что-то сверхъестественное только потому, что мы не следовали каким-то дурацким правилам? Это нелепо!» Она посмотрела на меня так, словно у меня выросла еще одна голова. «О, Аллах! Ты видел, что произошло сегодня вечером? Кто-то был в нашем доме, кто-то вломился к нам и запер после себя двери!» Я вздохнул. «Забавно, что ты произносишь имя Аллаха, а затем заявляешь о своей вере в суеверную чушь в одном и том же предложении». Она бросила на меня яростный взгляд. Я попытался разрядить обстановку. «Всему этому есть разумное объяснение, Рабия. Я серьезно. Чертиков и призраков не существует, ты это знаешь». Ее нижняя губа задрожала. «Я боюсь, Ирфан. Мне так страшно, я не могу потерять и ее тоже. Я просто не могу, я этого не переживу». Я сел рядом с ней и обнял ее. «С ней ничего не случится, ладно? Я обещаю. Я этого не допущу». Она всхлипнула мне в грудь, когда я погладил ее по спине. Мы вернулись наверх, чтобы попытаться поспать хотя бы немного, но я не уверен, что у кого-то из нас это получилось. Прежде чем подняться наверх, я посмотрел на слова, нацарапанные на полу гостиной, и пообещал себе разобраться с ними утром. Я провел ночь в комнате Абиды, а она ушла спать к своей маме. Лежа в ее постели, я включил фонарик своего телефона и начал читать правила. Снова и снова. Правила для жителей Си-Стоун-Ридж. Первое. Трава на газонах всегда должна быть подстрижена короче 5 дюймов. Второе. Вывоз мусора производится по утрам в понедельник. Мусорные баки можно выносить на улицу только после захода солнца в воскресенье вечером, но их необходимо вернуть на место до 7 утра во вторник. Третье. Двери гаража нельзя держать открытыми более 15 минут, если внутри не ведется никаких работ. Четвертое. С 9 вечера до 7 утра соблюдается режим тишины. Стрижка газона в этот период времени не допускается. Пятое. Любые структурные изменения в доме требуют одобрения ТСЖ. Шестое. Для окраски домов можно использовать только оттенки цветов, одобренные ТСЖ. Я ломал голову, пытаясь вспомнить, не нарушили ли мы по неосторожности одно из правил, но ничего не мог вспомнить. Шум? Абида закричала. Но это произошло только после того, как появился незваный гость. Дверь гаража? Мы переезжали, следовательно, работали. Может быть, длина газона? Конечно, он мог быть короче 5 дюймов, но я же не измерял его линейкой. Затем я фыркнул от того факта, что в моей голове пронеслись такие нелепые мысли, выключил телефон и закрыл глаза. Сон так и не пришел ко мне, так как его прогнал страх и вызванный им адреналин. В моем животе также клокотал гнев. Как они смеют пытаться навредить моей дочери? Измученный и лишённый сна, я спустился вниз, когда темнота начала рассеиваться и солнце начало подниматься над горизонтом. Я почти дочисто вымыл пол в гостиной, когда Рабия присоединилась ко мне после утренней молитвы. Она была холодна со мной, и это было ясно. Но, по крайней мере, она не казалась такой же злой, как прошлой ночью. Пока она готовила завтрак, я начал распаковывать наши вещи. К тому времени, как Абида спустилась вниз к завтраку, гостиная была почти готова. Мы ели в тишине, в основном. «Прости, папа», – прошептала Абида. «Это моя вина». «Нет», – ответил я. «Ты не виновата, хорошо? Я верю тебе. Мы верим тебе. И мы собираемся выяснить, кто это сделал, и написать заявление в полицию, ладно?» Слезы потекли по ее щекам, когда я сжал ее руку. Рабия одобрительно посмотрела на меня. После завтрака у меня состоялся короткий разговор с Рабией, и я решил выйти и поговорить с нашими соседями о том, что произошло прошлой ночью, чтобы узнать, что все это было и действительно ли это был просто исключительный инцидент, или такое происходит часто. Я не нашел Аманду, так как она ушла на работу, даже в воскресенье, но я встретил много других людей. И удивительно, а может быть и не так удивительно, что разговор почти всегда шел в одном и том же русле. Они приветствовали меня с улыбкой на лицах, вели какую-то неловкую светскую беседу, и им было не по себе, когда я спрашивал их о правилах и возможных злоумышленниках. «Вы должны следовать правилам, всегда следуйте правилам», — говорили они. Никто из них не добавил, что видел полицию прошлой ночью. Чем больше людей я встречал, тем более подозрительным я становился.
Они явно что-то скрывали, и я был чертовски уверен, что это имело очень мало общего с чем-то сверхъестественным, потому что это просто невозможно. Возможно, самый интересный и поучительный разговор у меня состоялся с моим ближайшим соседом Дэвидом Истоном. От него я ожидал этого меньше всего, учитывая, что ему не особенно нравилось наше присутствие. Ветра не было, и его флаг угрюмо повис на шесте, когда я подошел к его двери, которую он открыл еще до того, как я успел постучать. Когда он скорчил мне гримасу, на его лице собрались морщины. «Здравствуйте», — сказал я. Он прервал меня. «Я знаю, кто ты». «О, я просто хотел поинтересоваться». «Вам здесь не место». Я моргнул. «Что, простите?» «Вам здесь не место», — повторил он. Вены извивались под его кожей, как черви, когда его глаза бегали по сторонам. «На вашем месте я бы уехал. Я бы собрал свои вещи, взял свою семью и ехал бы, пока Си-Стоун-Ридж не превратился бы в маленькое пятнышко на моем зеркале заднего вида». «Спасибо, но нет». «Послушай, друг», – язвительно сказал он. «Есть вещи, которые ты не понимаешь в этом месте. Вещи, которые тебе не снились в твоих самых страшных кошмарах. Уезжай, или ты пожалеешь об этом». И он захлопнул дверь у меня перед носом. Я был в оцепенении, когда неуклюже поплелся к своему дому. В моем мозгу крутились тысячи разных вопросов, тысячи различных возможностей, которые расцветали в головокружительной мозаике. Что здесь происходило? Было ли здесь на самом деле что-то сверхъестественное, что мучает жителей этого района? Или они все пытались выжить нас отсюда? Но почему? Ничто не имело смысла. Каждая альтернатива казалась более дикой, чем предыдущая. Я рассказал Раби о встрече с нашими соседями. Она выглядела очень испуганной, даже предложила просто уехать из этого места. Я напомнил ей о том, чего нам стоило добраться сюда, и о том, что мы окажемся в очень тяжелом финансовом положении, если просто возьмем и уедем. Это не слишком ее убедило, но она замолчала. После обеда я проверил все в доме, чтобы убедиться, что мы неукоснительно следуем всем правилам ТСЖ, просто чтобы быть полностью уверенным. Я даже измерил длину травы линейкой Рабиды, проверил замок на двери гаража, убедился, что мусорное ведро не видно снаружи, а затем вернулся, чтобы продолжить распаковку. Для пущей уверенности я даже вызвал мастера, чтобы сменить замки. Но ночью все снова обострилось. Мы решили лечь спать там же, где и прошлой ночью, и поэтому после ужина я вынес мусорное ведро и поднялся в комнату Абиды. Я был так измучен, что у меня болели все кости, и мне хотелось немного поспать. Даже мысли о том, что кто-то взобрался на дуб и смотрит на меня через окно, было недостаточно, чтобы держать меня в бодрости. Я изо всех сил боролся с волной сонливости, нахлынувшей на меня. Я хотел оставаться в сознании на случай, если все снова повторится. И это случилось. Мои веки опустились, и я почти уснул, когда услышал это. Шаги внутри дома, на лестнице. Они были медленными, но протяжными и обдуманными, как будто незваный гость хотел привлечь к себе внимание. Каждый шаг раздавался громким, растянутым скрипом. Шаг, скрип. Шаг, скрип. Шаг, скрип. Черт возьми, от звука скрипящих под тяжестью тела незваного гостя половиц мое сердце каждый раз делало кульбит. Он, наверное, был уже на половине лестницы, когда я вскочил с кровати и выскочил из спальни. Я дважды убедился, что Рабия и Абида надежно заперты в своей комнате, прежде чем подойти к лестнице. При этом шаги продолжались. Дрожь пробежала у меня по спине, когда мужчина бросился вниз по лестнице, прежде чем резко остановиться. Он стоял на лестничной площадке внизу, и я знал, что там, окутанный темнотой, он наблюдает за мной, даже если я не мог его видеть. Я чувствовал себя ужасно беззащитным под мягким светом, льющимся из ванной позади меня. Дрожащими руками я включил свет на лестнице, и мое сердце буквально взорвалось, когда я увидел, кто... Нет, что там стояло. Это был мужчина. Вроде. Одетый во все черное с длинными спутанными прядями темных волос, которые обрамляли то, что выглядело как череп козла, обнаженный до костей с острыми рогами, которые выступали из него и угрожающе завивались наверх. Глаза этого человека с козлиным лицом были большими и светились при свете. Мои колени задрожали от страха, и я чуть не рухнул. А потом он заблеял. Звук был пронзительным, громким, точь-в-точь, как у козы. Мое сердце так быстро забилось в груди, что я испугался, что умру прямо там.
Посреди ночи я стоял в собственном доме, моей крепости, а передо мной находился устрашающий человек с козлиным лицом, блеющий на меня. Я был в смертельной опасности, и моя семья тоже. Я никогда не был так напуган, даже тогда, в Ираке. И как раз в этот момент, когда я подумал, что хуже уже быть не может, случилось это. Клокочущий громкий звук прогремел снаружи и продолжился словно в каком-то непонятном ритме. Было похоже, будто кто-то бьет в дьявольский барабан. На мгновение я отвлекся. Звук заставил меня повернуть голову налево, чтобы посмотреть на окно, которое выходило на лужайку снаружи. Когда я снова глянул на место, где стояло то существо, его уже не было, но звук не прекращался. Я бросился к окну в комнату Абиды и выглянул наружу. Там был он, тот же человек с козлиным лицом. Он бил по нашему мусорному ведру хоккейной клюшкой. Всего пару секунд назад он был прямо передо мной в доме, а теперь вдруг оказался снаружи. Или он был снаружи и колотил по мусорному ведру все то время, пока смотрел на меня внутри? Я колебался. Страх мешал мне двигаться, но недолго. Я выскочил из спальни, задержавшись на секунду, чтобы постучать в нашу комнату и попросить Рабию позвонить 911, прежде чем спуститься вниз и распахнуть входную дверь. Он все еще был там, стоял рядом с мусорным ведром, которое он давно вытряхнул. Мусор валялся разбросанным на нашей лужайке. Он впился в меня взглядом и снова начал блеять, и неприятный звук эхом отдавался на улице снаружи. Не знаю, что на меня нашло, но я побежал к нему. Страх и адреналин заставляли меня действовать иррационально, но я не смог добраться до него. Я сделал всего пару шагов, когда кто-то включил разбрызгиватели. Мое зрение затуманилось, когда теплая вода стеной обрушилась на меня, а когда я взглянул в его сторону, то заметил, что существо исчезло. Снова растворилось в воздухе. К этому времени Рабия включила свет в доме. Она выбежала на улицу и закричала, когда увидела меня. Я посмотрел на нее в замешательстве, прежде чем мои глаза опустились на мои руки. Они были темно-красными, как и моя одежда. И вот тогда я понял, то, что выплескивали разбрызгиватели, не было водой. Это была кровь. Обязательно делись своими историями в комментариях, а также не забывай поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для тебя это мелочь, а нам приятно. А если хочешь слушать новые истории раньше других и без рекламы, заходи на наш подкаст-канал Boosty и смотри первым. Ссылку найдешь в описании.